Монастырский комплекс Гегард – уникальное архитектурное сооружение в Катайской области Армении. За сохранность, историческую значимость и исключительную красоту окружающей природы он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Привет, друзья! Вы на канале Coffee Channel, и сегодня я расскажу, как самостоятельно посетить одну из топовых достопримечательностей Армении. Логистика аналогичная, как для храма Гарни, автобусная станция расположена на проспекте Гая. Памятник Гаю – прекрасный ориентир. Проходим 100 метров по проспекту на юг, и вот ваш автобус номер 266. Стоимость билета составляет всего 500 драм. Далее все просто, едем до конечной в селе Гохт, откуда всего 2,5 километра до монастыря. И такси я бы не брал. Полчаса прогулки в окружении красот прекрасной природы, и впереди показался монастырь Гегард. Окружающий монастырь утесы являются частью ущелья реки Гохт, которое также включено в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более полное название монастыря – Гегардаванг, дословно монастырь копья. Здесь хранился наконечник копья, которым римский центурион Лонгин пронзил Иисуса Христа. В 1760 году реликвию перенесли в Эчмиадзин, где она и находится. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айриванг, что означает «пещерный монастырь». Первые храмовые постройки в ущелье реки Гохт были заложены в 302-325 годах, однако с того периода ничего не сохранилось. В 923 году монастырь разграбили арабские завоеватели. Комплекс, который мы видим сегодня, возведен в 12-13 столетиях, когда эти земли отошли к могущественным феодалам из династии Закаридов. На сегодняшний день это действующая мужская обитель. Монастырь Гегард включает в себя главный собор Катогике с высоким куполом, гавит – это распространенное в армянской храмовой архитектуре строение прихожее, и комплекс церквей, часовен и гробниц, которые высечены в скалах. Постройки были сооружены в различные периоды. Более близкое знакомство предлагаю начать с гавита, который объединяет большинство строений. Он был построен в 1225 году и представляет собой притвор или крытую паперть. Служит для собраний прихожан, которые не помещаются в основной церкви, а также для захоронений знатных людей и проведения важных встреч. В центре потолка находится световой проем, украшенный сводом из подогнанных друг к другу фигурных камней. Такой купол называют сталактитовым. Налево из гавита имеется два проема. Первый ведет в пещерную церковь Авазан, что переводится дословно как водоем. Она была высечена в 1240-х годах на месте древней пещеры с родником. Источник считается священным, и многие верующие специально приезжают сюда, чтобы умыться и набрать воды. Потолок церкви также украшен тонким сталактитовым сводом, не уступающим по мастерству исполнения. Вторая дверь из притвора ведет еще в одну скальную церковь. Это усыпальница владельца монастыря князя Проша и членов его семьи. Стены церкви богато украшены изысканной резьбой и барельефами. Постройка была вырублена в скале предположительно в 1283 году. Освещение помещения реализовано по уже знакомой нам схеме.
Ну и наконец, по центру Гавита имеется проход в собор Катогике. Это главная церковь в комплексе и традиционно наиболее почитаемая. По планировке это типичный для Армении крестово-купольный храм. Его основу в плане составляет равноплечий крест, заключенный в прямоугольник. Внутри собор очень скромен и изящен. Чтобы попасть в последнюю из пещерных частей монастыря, нужно выйти на улицу, подняться через двор по лестнице и пройти по короткому каменному коридору. Эту церковь вырубили в 1288 году, она считается самой поздней постройкой на территории Гегарда. Надписи на стенах гласят, что часовня стала усыпальницей сына князя Проша по имени Папак и его жены Рузукан. В конструкции усыпальницы есть один курьезный просчет. Древние зодчие не рассчитали толщину скалы и случайно пробили отверстие в усыпальницу Проша, расположенную уровнем ниже. Мой рассказ подходит к концу. Пожалуйста, поддержите, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Каждый четверг премьера. Спасибо за просмотр и до новых встреч.